I see genius. You go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре рассмотрим гибридные наушники от компании SoundRhyme стоимостью $149, и приходят они в небольшой по габаритам коробке с отличным оформлением, где на лицевой части здесь изображены сами наушники и указано название этой модели, а именно SR5, ну а сзади указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер и 4 арматурных излучателя от Knowles, но чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление 26 Ом, поэтому я вам сразу скажу, что на раскачку эти наушники очень легкие. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Кабель с коннекторами 2 пин и балансным штекером на 4,4 мм джек. Отличный металлический фирменный кейс для хранения наушников. Набор пенных и силиконовых амбушюр на любой вкус и цвет. Щеточка для чистки наушников. Инструкция по использованию наушников. Ну и фирменная тряпочка для протирки наушников. Наушники довольно средние по своим размерам, выполнены полностью из темной смолы и имеют абстрактное оформление лицевой панели, где на левом наушнике имеется надпись SoundRhyme, а на правом присутствует логотип компании. Ну а здесь уже располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и рядом находится единственное отверстие для компенсации, а на внутренней части наушника имеется надпись SR5 и указана маркировка канала, правый и соответственно левый. Ну а звуковод у этих наушников не слишком длинный и не короткий. Как по мне, ребята, он как раз таки оптимальный. Выполнен из металла и имеет диаметр 5 мм. Защищен металлической сеточкой и получил четкий бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр. Ну а в ушах эти наушники сидят отлично, так как их корпус небольшой, анатомически выверенный, благодаря чему посадка получается и глубокой, и надежной. Они не выпирают особо из уха, не давят, не вызывают усталости, даже если слушаешь музыку часами весь день напролет. В общем, комфорт тут реально на высоком уровне. Просто вставил наушник в ухо и забыл. Да и амбушюры из комплекта тоже радуют. Мягкие, хорошо прилегают, создают надежное уплотнение и обеспечивают стабильную звукоизоляцию. А вот что касается кабеля, то вот тут, ребята, давайте остановимся подробнее. В общем, когда я подключил к SR5 новый аудиофильский кабель ASN TOCC стоимостью $119, я заметил сразу явные изменения при прослушивании этих наушников. И мне даже не понадобилось проводить там какие-то слепые тесты, так как звучание с этим кабелем сразу стало заметно чище, прозрачнее и собраннее. Особенно меня впечатлило то, как преобразились низкие частоты. Они стали более очерченными, хлесткими и упругими, но при этом не потеряли в своей телесности. Но средние частоты приобрели еще больше ясности и глубины. Вокал стал будто ближе, эмоциональнее и чуть большей выразительностью в своей подаче. Ну а верхние стали аккуратнее, воздушнее, сцена расширилась вглубь, добавив большего пространства и небольшой приятной легкости. И после того, что я услышал, ребята, у меня создалось сейчас четкое ощущение, что кабель ASN TOCC как будто бы взял и финально отполировал звук этих наушников, добавив ту самую последнюю степень взрослой аудиофильской подачи. И вот это сочетание SoundRhyme SR5 плюс TOCC по моим ощущениям оказалось просто идеальным, так как теперь все звучит технически точно, музыкально и при этом живо и прозрачно. И для меня, ребята, это прям комбо то, что надо. И этот кабель максимально раскрывает потенциал этих наушников. Так что если у вас есть возможность приобрести его и вы хотите просто взять и выжать максимум из этих наушников, то от себя я смело рекомендую данный кабель к покупке. А приобрести гибридные наушники SoundRhyme SR5 вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. А все ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Ну а вот так выглядит график частотной характеристики гибридных наушников SoundRhyme SR5. И эти наушники имеют усиление низких частот на 7 дБ с очень плавным переходом в область нижней середины, а основной акцент в области верхней середины
на 3 кГц идеально соответствует моему таргету, поэтому для меня эти наушники в этой области точно не звучат излишне энергично, да и высокие частоты тут в плане продолжительности очень даже хороши и лишь плавно затухают уже после 15 кГц. В общем, как вы понимаете, друзья, здесь мы имеем довольно нейтральный и хорошо показательный пример грамотного нейтрального тюнинга, без каких-либо лишних акцентов. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты в SR5 это фундамент, на котором строится все остальное звучание. Они не стремятся сразу же поразить вас каким-то огромным количеством или давлением, но с первых секунд дают понять, что здесь все очень продумано. Это бас, который не давит, а поддерживает, не лезет вперед, а уверенно держит ритмическую основу, создавая ощущение общего сцепления между звуками. И его реально не нужно искать, он просто там, где должен быть. И делает, ребята, он свое дело без лишней суеты. Сабас в этих наушниках уходит очень глубоко, не бубнит, он ощутимый, телесный и с хорошим таким разгоном в самых нижних регистрах. Там, где уже не столько звук, а сколько вот это давление и атмосфера. И вот именно вот это давление в SR5 передается очень чисто и без гудения, будь то это электронная музыка или кинематографичные саундтреки, где Сабас создает отличное ощущение погружения, добавляя пространству большей глубины. И при этом мне нравится, что он не доминирует своей подачи и не перетягивает на себя лишнее одеяло, и четко держит общую плотность звучания, особенно на невысоких уровнях громкости, что, ребята, очень ценно. Ну а мидбасовая область собранная, упругая, она подает удары четко, с хорошей такой атакой и быстрым затуханием. Ударные звучат энергично, но не размазано. Тут нету никакой ватности или вялости. Здесь, ребята, все про контроль, фокус и общую прозрачность и текстурность. Бас-гитара, кик, электронные ударные, все читается отдельно, четко и с нужной скоростью, рельефом и хлесткостью. Это бас, который не мажет, а словно рельефно рисует. Особенно хорошо это слышно на реально плотных металл или фанковых треках, где ритм должен быть очень живым и не превращаться в какой-то размазанный фоновый гул. В общем, низкие частоты в SR5 это про баланс. Они достаточно глубокие, чтобы дать телесность, и достаточно точные, чтобы не мешать середине. Здесь нету какого-то перегруза, нету там ярко выраженного V-образного напора. Бас очень точно служит музыке и не пытается быть главным героем. Он дает плотность, атмосферу, фундамент и при этом остается под максимальным контролем. И для любителей честной и живой текстурной подачи это будет реально настоящая находка. Ну а средние частоты в SR5 это та область, где наушники раскрываются по-настоящему и показывают нам весь свой звуковой характер. Здесь нету попыток подсластить подачу какой-то теплой вуалью, не ухода в холодную отстраненность. Середина здесь звучит открыто, чисто и при этом очень живо, не перегибая ни в эмоциональность, ни в техническую сухость. То есть это именно та ровная подача, которая держит музыку сбалансированной и цельной, когда ты перестаешь думать о настройке и просто слышишь, как все должно звучать максимально достоверно и точно. И я не шучу, ребята, тональная точность это первое, что бросается в уши. Голоса, акустические инструменты, фортепиано, струнные, все подается в правильных тембрах, без окраски и каких-либо там странных остаточных призвуков. Это, так скажем, не музыкальная середина в маркетинговом смысле, а скорее достоверная, зрелая и очень уверенная, где даже сложные записи с большим количеством источников звука в этой области звучат очень чисто и без кашеобразности, с четким разделением и легким ощущением воздуха и прозрачности между звуками. Но вот вокал в SR5, ребята, это, наверное, один из главных акцентов. Мужские голоса звучат прям очень основательно, с хорошей такой грудной и плотной основой, без какой-либо там глухоты или мути, а женские ясные, выразительные, с великолепной артикуляцией и интонацией, но при этом без сибилянтов или остроты. Особенно радует, как эти наушники передают динамику вокала. Переходные там от легкого шепота к мощным фразам звучат очень естественно, с сохранением текстуры, дыхания и микронюансов. И ты буквально слышишь, как певец делает вдох, меняет положение рта и работает телом. И все это воспринимается не как какие-то там добавленные эффекты, а как неотъемлемая часть живого исполнения, что очень важно. А вот инструменты подаются с заметной плотностью и ясностью, гитары не сухие, не стерильные, а с телом и богатым послезвучием. Ну а пианино в классике передается с четкой атакой и чистым прозрачным фоновым ревером. И слышен как и сам удар по клавише, так и затухание в этом огромном пространстве. Ну а струнные не кричат на вас, но и не тускнеют, так как здесь есть и правильная яркость добавленная, и звонкость, и
при этом абсолютно естественный баланс звучания. И в итоге средние частоты в SR5 это честная, насыщенная и живая подача без компромиссов. Это не попытка, так скажем, угодить всем, а очень уверенное, зрелое звучание для истинных аудиофилов, в котором текстуры, тембры и эмоции передаются без какого-либо преувеличения, но с полной достоверностью. Так что если ты ценишь, когда середина не просто есть, а словно становится сердцем музыкального полотна, то SR5 дают именно это ощущение. Но высокие частоты в SR5 это сочетание прозрачности, точности и деликатности. Они не стремятся выделиться или удивить вас какой-то эффектной яркостью, но при этом демонстрируют высокий уровень разрешения и отличную протяженность. Вверх тут подается чисто и без какого-либо ощущения звона или искусственно добавленной искристости. Он не перетягивает на себя лишнее внимание, а аккуратно подчеркивает общее ощущение ясности и открытости звучания этой модели. И что сразу чувствуется, это аккуратность и контроль. В SR5 точно нету намека на сибилянты, поэтому даже на агрессивных или реально ярко сведенных треках верхние частоты остаются собранными и комфортными. При этом это не подрезанный и темный верх, а именно выверенный, с достаточной энергетикой, чтобы сохранить вот это ощущение свежести и воздушности, но без утомляющей остроты. И такой баланс, ребята, особенно хорош в длительном прослушивании, так как ваши уши не устают, а детали продолжают прекрасно считываться. Но протяженность и послезвучие это одна из сильных сторон этой модели. Цимбалы, тарелки, треугольники и прочие металлические обертона звучат натурально и богато, с ощущением настоящего пространства внутри композиции. Тут нету какого-то искусственного затухания или избыточного реверберационного окраса, все звучит максимально по делу, с хорошей градацией интенсивности, и даже в сложных треках, где одновременно задействовано много уже верхнечастотных элементов, SR5 сохраняет прозрачность и позволяет вам легко различить, где и что звучит. И при этом техничность высоких частот здесь подана, так скажем, не на показ. SR5 не выдают каждую микродеталь как словно под микроскопом, а очень аккуратно интегрируют ее в музыкальное полотно. И это создает для вас такой эффект максимально естественной детальности, когда ты вроде и слышишь все, но при этом не излишне и не фокусируешься на аналитике, а просто воспринимаешь музыку как цельное, законченное и живое пространство. И важно то, что этот верх в SR5 отлично сочетается с остальным диапазоном. Он слишком сильно не выпирает, не отрезан и не звучит отдельно, а очень логично вытекает из средних частот и дополняет вот этот общий звуковой правильный баланс в этих наушниках, за счет чего эта модель не кажется какой-то яркой или темной. Они просто звучат максимально правильно. Вот за такой тюнинг, ребята, от меня респект. И в целом высокие частоты в SoundRhyme SR5 это образец того, как можно вообще подать верхний диапазон честно, чисто и комфортно. Здесь нет каких-то компромиссов между детальностью и слушабельностью, нету искусственного украшательства или попытки произвести эффект. Только аккуратная, зрелая работа с текстурами, обертонами и пространством. Это верх, который не рисует, так скажем, картинку, а словно открывает музыку, добавляя ей воздуха, глубины и выразительности. Ну а звуковая сцена в SR5 это безумное сочетание ширины, глубины и фокусировки, которое создает ощущение реального пространства, а не просто панорамы влево и вправо. И эти наушники сразу дают вам понять, что они не играют у вас словно только в голове, как уже в простых моделях, так как здесь звучание расправляется и наружу, и вокруг слушателя, с хорошим позиционированием каждого источника. Причем сцена, ребята, здесь не только широкая, но и трехмерная, с явным чувством переднего и заднего плана. И одно из главных достоинств сцены в SR5 это естественность самих масштабов. Она не гипертрофирована и не создает вам ложного ощущения концертного зала, там где этого нет. Вместо этого ты получаешь честную акустическую картину, соответствующую характеру записи. Например, джаз звучит слегка камерно и интимно, а симфонический оркестр уже куда более масштабно и объемно, а лайв-записи с нужной атмосферой пространства, где ощущается воздух между инструментами и общая глубина зала. Но глубина сцены словно настоящая, с чувствительной градацией расстояний. Ты ощущаешь, насколько близко или далеко размещены какие-либо источники звука, как они вообще перемещаются, или как отдаляются, или как приближаются. И это, ребята, не эффект реверберации, а именно результат прозрачной подачи и отличной проработки всех частотных диапазонов, без мути и без компрессии. Благодаря этому SR5 не только рисует сцену, но и дают ощущение вашего участия в ней.
Ну а вывод у меня получился таков: Soundrime SR5 это те самые наушники, которые не просто играют, а по-настоящему звучат. Причем делают это они по-взрослому, чисто, прозрачно, детально и очень сбалансированно. Тут нету каких-то искусственных акцентов, нету желания что-то там спрятать или приукрасить. Звук очень цельный, натуральный, с отличной передачей нюансов на всех частотах. При этом эти наушники очень комфортные и универсальные и прекрасно подойдут как для спокойного прослушивания, так и для анализа и для просто увлекательного погружения в музыку. Но самое главное, ребята, то, что с кабелем ASN TOCC они реально раскрываются еще интереснее, буквально на другом уровне. Так что да, Soundrime SR5 это одни из самых удачных и сбалансированных гибридов в своем классе. И с реально хорошим источником и достойным кабелем они способны удивить даже опытного аудиофила. И впечатлений, поверьте мне, здесь с запасом. Поэтому, друзья, я их точно могу рекомендовать вам к покупке. А ссылка на покупку этих наушников и кабеля будет в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.